Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Стали Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Это программа о кулинарии, которая подчиняется очень простым и понятным правилам. Например, если вы собираетесь почистить картошку, то сначала ее непременно следует отмыть. Это правило распространяется на все клубни и на все коренья. А если вы собираетесь готовить мясо, либо какую-то жирную птицу, скажем, утку, то вы должны иметь в виду, что лучше всего вкус этих продуктов раскрывает их собственный жир. Готовим баранину, значит на бараньем жире. Готовим говядину, значит на говяжьем жире. А готовим уточку, значит используем жир утиный. Вот с утиного-то жира мы и начнем. Анатомию утки представляет себе. Где у нее жир? Утка птица водоплавающая. Весь жир у нее под шкурой, под кожей. Прекрасно. Значит, нарезаем утиную шкуру, оставшуюся от каких-то других приготовлений, на небольшие квадратики. Что утиный, что гусиный жир можно нагревать до очень высоких температур. И они практически не горят, не дымят. При этом, что утиный, что гусиный жир очень легкоплавкие. Посмотрите, я их только рукой потрогал, а он у меня прямо в руках растаял. Именно с утиного жира мы и начинаем приготовление сегодняшнего блюда. Кусочки утиной кожи вместе с жиром я раскладываю в один слой, чтобы вытапливались как можно равномернее. Но немалые запасы жира находятся и в самой ножке. Я покажу вам, как вытопить этот жир и сохранить все утиное мясо. Идите сюда, идите поближе. Берем очень острый нож и надрезаем именно утиную кожу, стараясь не трогать мясо. Делаем этакие насечки, через которые жир выплавится, едва ножка попадет на сковородку. И пусть жир из этих самых ножек вытапливается одновременно вместе с жиром со шкурой. Укладываем утиные ножки в этот же самый сотейник и накрываем крышечкой. Пусть постоит под крышкой минут 15-20, до тех пор, пока кусочки кожи и жира под ним не превратятся в аппетитные золотые шкварки. Как аппетитно побулькивает в сотейнике. Вы только послушайте. Вы послушайте на этот восхитительный звук. Пора переворачивать ножки. И, наверное, самое время рассказать вам, для чего мне понадобилось столько утиного жира. Дело в том, что дальше утиные бедрышки будут готовиться полностью покрытые утиным жиром при небольшом нагреве и очень долго. И в результате получится то, что французы называют утиные конфи. Аналогичные мясные заготовки есть у всех тюркских народов, каурма называется. И у русских, украинцев, у белорусов есть всеми любимая тушенка. Поэтому, если вы не хотите связываться с уткой, можете взять либо каурму, либо тушенку, либо даже, если вы едите свинину, берите свинину и поступайте с ней точно так же, как я поступаю сейчас с уткой. Растопили жир, потом туда кусочки мяса и долго-долго жарить. Вообще мы сегодня готовим блюдо, в которое входят два основных ингредиента. Это, утка, либо мясо и картошка. Скажите, пожалуйста, а что, котлеты и картофельное пюре – это плохо? Скажите, пожалуйста, а что, казан-кебаб, узбекское блюдо из картошки и мяса? Разве это плохо? Разве это не вкусно? Вот и то, что мы сегодня приготовим с вами, будет очень вкусно. А лучок, который я сейчас нарезаю вдоль по меридиану перышками, нам понадобится для украшения картофельного пюре. Для начала приготовления я взял вот этот широкий сотейник для того, чтобы жир как можно лучше вытопился. И он вытопился очень хорошо. Однако, как я уже говорил, уточка должна готовиться, будучи полностью покрытой жиром. Для такой большой кастрюли и жира много понадобится. А я сложу утиные ножки в кастрюльку небольшую, утрамбую их поплотнее, и все получится очень хорошо. Вот эти шкварочки, вы понимаете, да? Вы понимаете, что это деликатес? Нет, я их использую в сегодняшнем блюде. О, вы только посмотрите, какие они красивые, хрустящие, ароматные. Очень аппетитные. Потрясающая картина. Великолепный момент.
Вы согласны со мной, что такие шкварочки способны украсить вкус любого пюре? А что вы думаете? Жареный лучок. Как он сработает в пюре? Жарить лук необходимо до золотисто-красного цвета, постепенно убавляя нагрев. Вот он какой, все, дальше жарить не надо. Пахнет наилучшим образом. Очень вкусный лук получился и очень вкусный, правильно ароматизированный жир. Вот это все не выбрасываем ни в коем случае. Это заготовки, это очень ценные приправы к будущему картофельному пюре. Ну а пока что заливаем жиром утиные ножки. Покуда ножки еще сырые, они довольно упругие. По мере приготовления они начнут обмякать, и они утонут. Они сами себя укроют в жире. И теперь самый маленький нагрев. Огонь маленький. И вот чем дольше будет стоять, может быть 3 часа, может 4 часа, тем вкуснее будет. Однако соль не забудьте. Без соли вкусной еды не бывает. Кладем щедрую щепоть. Ну а как же насчет картошечки? Ровно год назад мы показывали в нашей программе, как готовить чудесное картофельное пюре. Но если вы наведете камеры ваших смартфонов на вот этот прекрасный QR-код, вы попадете на мой канал в YouTube, где я рассказываю, как приготовить картофельное пюре еще вкуснее. Ножки мне попались от довольно молодых уточек. Они оказались готовыми буквально за 2,5 часа. Нет, на самом деле это нечто среднее между обжариванием и отвариванием. Потому что мясо само получилось таким, каким оно обычно получается после приготовления в холодце. Пусть ножки слегка остынут, чтобы их было проще нарезать. А пока что я смажу жиром формы для запекания. Жира должно быть столько, чтобы его хватило покрыть все бока и дно формы. Ну, а где же наше пюре? Вот оно. Превосходное, отличное картофельное пюре. Сначала дно формы выкладываем картофельным пюре. Снимаем утку с кости и нарезаем некрупными кусочками. Напоминаю вам, что мясо может быть любым, не обязательно должна быть утка. Может быть какое угодно мясо. И баранина, и говядина, и свинина. Впрочем, можно попробовать приготовить и из индюшатины, и из курятины. Самое главное здесь – способ приготовления. Я думаю, что не помешает слегка поперчить и еще раз посолить. Да, мы солили снаружи, но внутрь птицы соль так и не проникла. Раскладываем кусочки мяса поверх пюре. И раз уж так вышло, что у меня сразу 2 формы, я приготовлю их по-разному. Одну форму я сдобрю шкварками и жареным луком. Поверх мяса, поверх лука, поверх шкварок еще раз картофельное пюре. Укрываем. Получается как бы такой пирог, где вместо теста что? Картофельное пюре. Я думаю, что сочетание вкуса картофельного пюре, жареного лука и шкварок знакомо и мило очень многим. Но следующую запеканку я буду готовить с совершенно другим вкусом. Дело в том, что буквально вчера я вернулся с конкурса кулинарных книг из Парижа, где я представлял 2 вот этих книги. Моя самая новая книга «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия», а также книга, с которой я не смог принять участие в конкурсе в прошлом году из-за коронавируса. «Счастье кулинара». Но теперь все в порядке с прививками. Я поехал во Францию, отвез им плов, получил 1 место в качестве лучшая книга европейского шефа-селебрити. А назад привез чудо. Назад привез
настоящее чудо. Дело в том, что декабрь, когда мы снимаем эту программу, является самым высоким сезоном трюфеля. Ох, как я соскучился по этому аромату. Аромат настоящего трюфеля невозможно описать словами. Нет таких слов. Но трюфель превращает любое блюдо в шедевр. Особая терочка, при помощи которой трюфель можно нарезать очень мелко, очень тонко. Ну, этого, пожалуй, что достаточно. Смотрите, сколько еще осталось. О, великолепные салаты. И даже обыкновенная яичница, не говоря уж о настоящем французском омлете, который я вам показывал. Если кто не посмотрел, идите на мой канал в YouTube. Посмотрите, если кто-то думает, что он умеет готовить французский омлет. К слову говоря, некоторые французские повара тоже так думают. А я их взял, да и поругал. Чтобы не халтурили, чтобы брали пример с нас, российских кулинаров, которые уж если готовят, так готовят от всей души. Знаете, почему я улыбаюсь? Знаете, чему я радуюсь? Я уже знаю, каково это будет на вкус. Я представляю себе реакцию едоков, которым повезет, которым на тарелку попадет кусочек вот этой восхитительной запеканки. Красивый внешний вид блюда тоже очень важный момент. Берем сыр. Сначала немного пармезана для аромата. Да, у нас здесь и так богатый, очень богатый аромат, но тем не менее, вам нравится вкус хорошей пиццы? Вот мы его сейчас прямо здесь и организуем. Это первый слой пармезана, причем здесь совсем немного, ну буквально по 20-30 грамм. Он, когда натирается, получается таким довольно рыхлым. А сыр подешевле сверху. Сыр подешевле мне необходим для того, чтобы на запеканке образовалась хорошая такая уверенная сырная корочка. Вот здесь ого! Здесь граммов 250, а то может быть и 300 хорошего доброго сыра. Но имейте в виду, что в каждой форме у нас минимум 6 порций очень хорошей еды. И 25 грамм сыра на человека – это не так уж и много. Ведь, по сути дела, мы готовим одно из главных горячих блюд для праздничного стола. Тут сначала какие-то закуски, сначала какие-то салаты, соленья, консервированные. А потом взяли и подали по дольке картофельной запеканки. Внутри утиное мясо, либо любое другое мясо. Сверху сыр. Все очень сытно, все очень вкусно, все очень ароматно. Мне кажется, что после этого, если только небольшой десерт. А теперь минуточку внимания. Сейчас я расскажу о секрете, который всем очень понравится. Вот поставили форму для запекания в духовку. 180 градусов. Прошло всего лишь навсего 5 минут. И сыр расплавился. Сыр расплавился, и это очень хорошо. Можно остужать эту форму в прохладном месте, накрыть ее фольгой и после этого поставить в холодильник на 2, даже на 3 дня. А потом, когда пришли гости, духовку надо будет поставить на 150 градусов. И выпекаем до тех пор, пока сыр не получится янтарно-красным. Таким, каким он получится в этой форме после запекания. Итак, еще раз. Очень важные цифры. Если мы готовим это блюдо с самого начала до конца, 180 градусов, минут 25, 30, и достаете из духовки вот такое. Если же вы подогреваете заранее подготовленное блюдо, то времени потребуется минут 30-35 при температуре 150 градусов. Но в любом случае правильнее ориентироваться на результат. Полюбуйтесь, какой у нас результат. Превосходное, очень нежное пюре, которое, в котором так много мяса, в котором так много всего вкусного. Например, выжарок, лука. И вы знаете, сейчас это невероятно вкусно пахнет. Я, пожалуй, что положу себе еще один кусочек. И я предвижу комментарии от моих подписчиков в Ютубе, в Инстаграме. Мы хотим, чтобы вы попробовали, мы хотим узнать, вкусно ли это. Нет, мои дорогие, это я хочу, чтобы вы попробовали. Это я хочу, чтобы вы убедились, что это
Очень вкусно. И я абсолютно уверен, вы справитесь. Вы все обязательно справитесь, да так, что у вас появится желание сказать «приятного вам аппетита». Сколько лет изучаю кулинарию, столько лет не перестаю удивляться китайской кухне. Зайдешь, бывает, в китайский ресторан. Повар работает один, но максимум 2 человека. А бригада официанток не справляется с тем, чтобы вовремя разнести готовые блюда по столам. Полный зал народа. И все едят какие-то диковинные, одно другого краше блюда. А если кто-то считает, что самое главное в китайской кухне – это специи, приправы и необычные продукты, то поверьте, это не так. Китайцы, бывает, возьмут обычную куриную грудку, можно взять грудку индейки, и приготовят из нее такое, что просто удивляешься, как самые обыкновенные продукты приняли такой вкус. Главный секрет китайской кухни вовсе не в специях, вовсе не в приправах, а в управлении огнем, в необычном способе термообработки продуктов, когда они становятся готовыми буквально за 2-3 минуты. Разумеется, для этого все продукты нарезаются очень небольшими кусочками. А если что-то необходимо замариновать, посолить, поперчить, то это делается заранее. Да, обычная соль, обычный черный перец на куриную грудку. А это обычный крахмал. В Китае чаще используют рисовый крахмал, но можно взять и кукурузный, и картофельный. Одним словом, какой есть. Все равно получится очень вкусно. Для маринования продуктов в Китае очень часто используют рисовое вино. Его не употребляют как алкогольный напиток. Оно употребляется исключительно на кухне для маринования и еще кое в каких целях, о которых я расскажу вам позже. Сейчас важнее рассказать, чем можно заменить рисовое вино. Например, соусом терияки. Он довольно часто встречается в магазинах. А еще можно взять немного лимонного сока, немного сахара, немного воды и чуть-чуть развести алкоголем. Сейчас в миске с курятиной происходит одновременно 2 процесса. Курица не только маринуется, но в миске готовится еще и кляр из яичного белка и того самого крахмала. Европейские повара развели бы тесто для кляра отдельно, но китайские повара действуют на удивление рационально. Они работают, как правило, в несколько раз быстрее, чем это делаю я. Но мне же надо не просто приготовить, а еще и объяснить вам все, научить, а самое главное – убедить, что все у вас получится. Отложите курятину в сторону, возьмите морковку и порежьте ее кольцами. Надрезы вдоль моркови сделаны только для красоты. На вкус это не влияет. Хотите – надрежьте, хотите – просто порежьте морковь потоньше. За китайским столом не используются ножи и вилки. Китайцы едят палочками, поэтому все продукты нарезаются таких размеров, чтобы их было удобно есть. Вот цветная капуста, самая обычная, из овощного отдела самого обычного супермаркета. Нарезайте на соцветия и при необходимости разрежьте соцветия на кусочки. Принцип вы уже понимаете, чтобы их было удобно есть. Я не случайно заговорил о супермаркете. Все продукты для сегодняшнего блюда приобретены в ближайшем к моему дому магазине. На полочках, где расположен, к примеру, соевый соус, найдется еще и устричный соус. И найдите продавцов, спросите, где стоит кунжутное масло. Оно тоже понадобится. А пока что все очень просто. Наливаем в вок, это вогнутая сковорода, довольно много растительного масла для фритюра.
Огонь в горелке необходимо установить довольно сильный. Если будете готовить на обычной газовой плите, то используйте самую мощную горелку. А маслу дайте хорошо нагреться, до дымка. Только вот так курятину в вок не отпускайте. Это моя ошибка. Посмотрите, что происходит. Курятина опустилась на дно. Кляр немедленно прилип ко дну. Съесть-то это все равно можно будет, но выглядит не очень красиво. Китайцы опускают продукты в вок по одному кусочку, быстро-быстро, и не дают продуктам опуститься на самое дно. Заставляют их плавать в масле. Потому-то так много масла и наливают. Масло можно использовать несколько раз, ничего страшного. Главное, чтобы в нем не оставались кусочки обугленного кляра. Но для вас еще важнее научиться на моих ошибках. Посмотрите, как можно поступить. Курятину вместе с кляром перекладываем в большую проволочную шумовку и опускаем масло вот так, потряхивая его, дожидаясь, пока кляр, а точнее яичный белок, схватится на поверхности курятины. Вот теперь кусочки можно разъединить, все жарится очень правильно и получается очень красиво. В огромном количестве раскаленного масла кусочки куриной грудки, нарезанные толщиной не более полусантиметра, обжариваются буквально за минуту, максимум за 2. Посмотрите, цвет продукта ясно говорит о его готовности. А теперь в вок наливаем воду. Можно было бы, в принципе, налить эту воду и в обычную кастрюлю и поставить ее на соседнюю конфорку. Вода понадобится для того, чтобы отварить морковь и цветную капусту. Поэтому воду посолим. Я варю овощи именно в воке, потому что так делают китайцы. А вы поступите так, как вам удобнее. Самое главное, не переваривайте овощи. Они должны сохранить свою форму. Кроме того, после отваривания им предстоит еще один этап термической обработки. Не беспокойтесь об их готовности либо неготовности. Это же овощи. Их можно было бы и сырыми съесть. Это не пельмени. Поэтому вы почувствовали, что они слегка изменили консистенцию. Вынимайте. А теперь в вок налить совсем немного вкусного, хорошего масла. На этот раз не нагревайте масло слишком сильно, потому что первыми в него отправятся имбирь и чеснок. Чеснок пригорает в масле очень легко. Когда надо будет прибавить огня, я скажу вам. А пока обратите внимание, что чеснок мелко порубленный. Ни в коем случае не через чеснокодавилку. Обжариваем аккуратно до появления приятного запаха. А вот теперь прибавляем огонь и опускаем овощи. Следом белая часть зеленого лука. Обратите внимание, что смесь водяного и масляного пара охотно вспыхивает. Именно в этот момент в воке образуется особый аромат, который китайские повара называют кто фе, кто хэй. Для усиления этого аромата в вок добавляют китайское рисовое поварское вино. Алкоголь немедленно испаряется, поворачиваем в вок и даем вспыхнуть парам спирта. Европейские повара называют этот процесс фламбирования. Используют то коньяк, то херес. Вы можете использовать то, что вам нравится по вкусу. Когда готовим в воке, шумовка используется только для того, чтобы поправить продукты. Но перемешиваются они за счет встряхивания. А сейчас самое время вернуть в вок обжаренную курятину. Примерно от одной грудки. Вок ни в коем случае нельзя перегружать. Зато после рисового вина в вок непременно надо добавить ложку-другую сахара. Не беспокойтесь, не будет слишком сладко, потому что после сахара в вок отправляется острый перец, а следом за ним красный болгарский перец. Теперь устричный соус, если у вас нет такого, да замените его кетчупом. Китайцы на вашем месте поступили бы точно так же. Им некогда морочить голову, дай мне то, дай мне это. Им надо готовить. Готовить для тех, кто ждет вкусную еду. Но еда должна быть не только вкусной, а еще и красивой. А еще и содержать в себе не только питательные вещества, но и достаточное количество витаминов. Все это есть в мелко нарезанном зеленом луке. Скажите, вы понимаете, почему казане так приготовить не получится? В
В воке все процессы происходят гораздо быстрее, чем в казане, поэтому перемешиваю только встряхиванием, а сейчас наливаем разведенный в воде крахмал. Для того, чтобы связать, для того, чтобы прилепить к продуктам те соки, которые из них вышли. Ну и последний штрих. Буквально чайная ложечка кунжутного масла. Все, теперь наше блюдо пахнет совершенно по-азиатски, совершенно по-китайски. Можно подавать. Это примерно одна, ну максимум 1,5 порции. Подают столько блюд, сколько едоков за столом. Плюс еще одно, самое любимое.